Сегодня создадим кашпо с историей из того, что найдется дома. В основе обычная пластиковая ведерко-упаковка. Дренаж делаем паяльником, так пластик не треснет. Я нарезала бамбуковый шампур. Подойдут и палочки для суши. Ножки из палочек – это защита от влаги при поливе. Затем создаем скелет проекта – бамбуковую основу из старого коврика. Он задаст ритм и природную фактуру проекту. В массу папье-маше я добавила сухую финишную шпаклевку для лучшей прочности и влагоустойчивости. Наносим массу папье-маше, оставляя окошки, где виден бамбук. В местах, где папье-маше встречается с бамбуком, делаем неровные рваные края. Смешанная техника или микс-медиа – своеобразный коктейль материалов и техник. В работе используем все, что найдется дома – старые пуговицы, бижутерный лом, камешки. Втапливаем их в массу. В бисер добавляю клей ПВА. Влажная кофейная гуща здесь работает как природный песок, создавая шероховатость. Кофейную гущу втираю в пустые промежутки. На следующий день, когда верхний слой подсох, берем клей ПВА, разведенный водой, и грунтуем фрагменты с кофейной гущей. Сушим окончательно. Цвет – это душа проекта. В микс-медиа характерно послойное окрашивание от тени к свету. Мы закрашиваем все, объединяя разные материалы. Сначала создаем глубину темным цветом. Я использую акриловые краски. Когда высохнет, берем цвет охра или сиена. Слой за слоем выводим цвет методом сухая кисть. Затем берем цвет слоновой кости или светло-бежевый, совсем капельку краски на кончик сухой кисти и, едва касаясь, проходимся по самым верхушкам. Посмотрите, как оживает фактура. И финальный штрих – живой мох, который пророс в глубоких трещинах нашего кашпо. Смешиваем сухую шпаклевку или манную крупу
с клеем ПВА и темно-зеленой акриловой краской. Наносим эту смесь тычковыми движениями, жесткой кистью в самые глубокие впадины. Когда шпаклевка высохнет, можно пройтись более темной зеленой краской. А после высыхания берем салатовую или желтую краску и в технике сухая кисть едва касаемся самых верхушек. Финальный штрих для бисера и пуговиц. Кое-где капелька медного воска, который можно заменить акриловым металликом. Мох получился слишком ярким, буду его состаривать. Жидко развела черную краску. Тонкой кистью наношу на все участки с ярким мхом. Не жду высыхания, сразу промокаю выступающие части мха бумажным полотенцем. Темная краска останется только в углублениях. Чтобы защитить работу, используем акриловый лак, желательно матовый. Посмотрите, какая глубина. Никто не догадается, что внутри обычный пластик. Это кашпо хочется рассматривать, ведь красота в деталях. В качестве поддона можно использовать крышку от этого ведерка, если не найдется настоящий поддон. Вот так обычное пластиковое ведерко превратилось в уютный предмет декора. Посмотрите, как по-разному кашпо смотрится в разных интерьерах. А самое ценное в нем не его внешний вид, а то, что мы дали вещи вторую жизнь и сделали это своими руками. Пишите, как вам такое преображение. Увидимся.